Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Тема сегодняшнего видео – как охранять свое пространство от низких энергий. Тема замечательная, очень интересная, связана с состояниями, поэтому устраивайтесь поудобнее. Нажимайте кнопку колокольчик. Не забывайте поделиться этим видео со своими друзьями и знакомыми. Ставьте лайки, пишите комментарии, а я начинаю. Итак, тема низких энергий – это состояние 0,4. Тем, кто знаком с состояниями в колесе жизненного баланса LongSwim, хочу вам напомнить, что состояние 0,4 оно очень заразительное. Если среди ваших друзей в сфере друзья и окружение находятся люди в состоянии 0,4, вам нужно принять очень волевое решение. Хотите вы с ними взаимодействовать регулярно или вы с ними выбираете способ ситуационного времяпровождения, когда вас связывают только определенные цели, и в этих целях остаетесь в ровном состоянии и никак эмоционально с ними не коммуницируете. Итак, низкая энергетика – это энергетика состояния 0,4, и чем больше там эмоций, тем больше эта энергетика 0,4 распространяется среди ваших окружающих. Так как сфера друзья и окружения находится рядом с вашими отношениями, со сферой отношения и семья, вам нужно здесь соблюдать экологическую такую обстановку, при которой вы должны понимать, что если ваша сфера семья и отношения находится на уровне 4-8, для вас влияние состояния 0,4 является достаточно критичным. Почему? Потому что вы вынуждены на эти энергии, так называемые низкие, в колесе жизненного баланса они называются 0,4, реагировать. Даже простое реагирование занимает продолжительное время, потому что вы пытаетесь через призму рациональности людям эмоциональным объяснить, что вы с ними находитесь не в контакте. Для эмоциональных людей принцип взаимодействия строится на основе эмоций, и рациональные доводы тут не работают. Чтобы вам с людьми в состоянии 0,4 хорошо взаимодействовать, вы должны подняться на ступень выше, то есть в состояние 8-10, и тогда ваше взаимодействие с людьми в состоянии 0,4 строится на грандиозности ваших целей, которые вы декларируете, а не на страстном, огромном желании людей в состоянии 0,4 просто получать эмоции и находиться в состоянии эмоциональных качелей. В состоянии 0,4 нет никаких совместных действий, нет никаких планируемых действий, поэтому те, кто дорожит своим временем, пожалуйста, не погружайтесь в это состояние. Вы всего лишь наберетесь опыта, но вам потом придется достижение своих целей перенести на другой, более длительный срок или придется одну из целей убрать. Итак, как охранять свое пространство от низких энергий? Давайте рассмотрим сквозь все состояния. Начнем мы со сферы яркость жизни и понимаем, что если у нас возникло состояние низкой энергетики, нам нужен продолжительный хороший отдых, но даже бывают такие ситуации, когда вы выделили время для отдыха 2 дня, но этого вам не хватает для того, чтобы восстановиться. Тогда мы приступаем ко второй части нашей миссии в сфере яркость жизни, это поиск место источника силы, то есть те места, которые восстанавливают вас быстро. Если и это не помогает, вы чувствуете, что ваша энергетическая батарейка, жизнерадостность и прочее не заряжается до того уровня, который вы хотели, вам нужно приступить к третьему шагу, но он самый действенный, самый хороший. Как правило, возникает после года практики колеса жизненного баланса. Это состояние 8-10. В любом месте, где бы вы ни находились, вы набираетесь энергетики, вы являетесь неиссякаемым источником этой энергетики, то есть это состояние наставник, когда вы через помощь другим людям набираетесь необходимой энергетики, и это происходит каждый раз, когда вы в осознанности, не забыв про свои цели, помогаете другим людям. Переходим к следующей сфере, это сфера духовный рост и творчество. В сфере духовный рост и творчество наша задача, как можно бороться с состоянием 0,4, то есть с низкой энергетикой. Это очень простые жизненные правила, которые позволяют выживать в любых условиях, самых нечеловеческих, в самых тяжелых, суровых природных условиях. Но мы понимаем, что мы некоторое время находимся в социуме, и мы можем поменять
наши духовные и жизненные принципы до уровня более высоких, до уровня более экологичных, и поэтому со сферой духовный рост и творчества нужно работать регулярно. Если вы находитесь в близком контакте с состоянием энергетики 0,4, это нужно работать со сферой этой ежемесячно, не менее 1 дня в неделю, и таким образом вы будете каждую неделю подтверждать свои жизненные принципы, подтверждать, что вы поступили правильно, и таким образом через такую коррекцию 1 раз в неделю вы охраняете свое личное пространство, жизненное пространство, пространство своих жизненных целей от влияния энергетики 0,4. Состояние энергетики 0,4 или низкой энергетики, оно заключается в том, что наступает принятие вот этих вот принципов, которые вам чужды, на непродолжительное время, потом продолжительное время, и от этого состояния низкой энергетики достаточно тяжело и избавиться, если брать по соотношению времени, то есть если вы побыли примерно 1 месяц в окружении низкой энергетики, вам понадобится 3 месяца на восстановление, на создание иммунитета. Это при том случае, если вы находитесь в состоянии 4-8. Если вы находитесь в состоянии 8-10, этот процесс идет в соотношении 1 к 1. То есть 1 месяц вы находились в состоянии контакта с низкой энергетикой, и 8-10 вы уже перерабатываете энергетику окружающих в более осознанные действия, в более правильные жизненные цели, но это всегда вопрос времени. Следующая сфера, где присутствует низкая энергетика, это сфера карьера и бизнес. Оно находится у нас в тесном взаимодействии с нашими жизненными принципами, как оно ни странно. И я еще раз напомню о миссии сферы карьера и бизнес. Мы сначала находим себе работу, в которой мы начинаем реализовываться. В идеале мы хотим создать свой собственный бизнес, который будет для нас источником хорошего пассивного или активного дохода, но мы никогда не исключаем возможности того, что у нас будет свой собственный бизнес. Как здесь работает низкая энергетика, как здесь защищать свое пространство в сфере карьеры и бизнеса? В карьере и бизнесе меньше общайтесь с теми коллегами, которые демонстрируют свои неправильные жизненные принципы, хотя могут быть профессионалы своим делом. Это миссия или их энергетика является заразительной. Всегда смотрите в сторону своих целей. И вообще вот в колесе жизненного баланса long swim, чем больше вы смотрите в отношении своих целей, тем меньше на вас будет влиять энергетика 0,4. Плавно переходим к сфере деньги. В сфере деньги очень важно понимать, что кроме постоянного дохода всегда может существовать импульсный доход, нерегулярный доход, но если вы о нем будете думать, у вас всегда появятся возможности реализовать себя в какой-то другой сфере, то есть работать не только со своими финансами, но и с чужими финансами. В сфере деньги у нас очень хорошо проявляются возможности, то есть для реализации наших возможностей в сфере деньги всегда возникает тот шанс, примерно 1 раз в год, для состояния 4-8, для состояния 8-10 это может быть гораздо чаще, 1 раз в квартал. Поэтому в сфере деньги всегда есть миссия, используем свои возможности. Не забываем о том, я это часто повторяю, состояние 4-8 в сфере деньги. Не забывайте рекламировать себя, свои услуги, свою экспертизу. Это всегда идет вам на пользу. Потому что таким образом вы рекламируете свои лучшие качества, которыми вы обладаете, и большинство людей на вот такой посыл положительно откликаются, вы находите своих единомышленников. Следующая сфера – это сфера личностный рост. В сфере личностный рост мы можем бороться с низкой энергетикой через наставничество. Это состояние, когда мы делимся своими знаниями, когда мы структурируем свой жизненный опыт. И, к сожалению, другого пути вот такого практического нету. Вы можете достаточно продолжительное время находиться в обучении, получать знания, частично их использовать или полностью использовать, но именно наставничество бросает вам амбициозную цель. Вот в наставничестве вы можете реализовать альтернативный метод, довести свои знания и ценность этих знаний до окружающих. А возможно, вы будете человеком, которого потом назовут прорыв года, чего вам я искренне желаю. Следующая сфера – это здоровье и спорт. Как здесь бороться с низкой энергетикой? Первое – это регулярные занятия
физической культурой, именно физической культурой, когда вы чувствуете, что физические упражнения дают вам прилив энергии, который достаточно для того, чтобы достигать своих целей. То есть спорт становится для вас ежедневной привычкой или еженедельной привычкой. Вы выбираете тот темп, который для вас является успешным, приемлемым. Я вам еще раз пытаюсь напомнить настойчиво о том, что обязательно участвуйте в соревнованиях. Дух соревнования позволяет вам мобилизовать свое тело на те возможности, о которых вы даже не предполагали. Это раскрываются ваши дополнительные возможности, вы получаете новые ощущения, и это в целом идет на пользу. Следующая сфера после сферы здоровье и спорт – это друзья и окружение. В сфере друзья и окружения, я еще раз напомню, у нас большое количество эмоций. Эти эмоции могут быть от состояния 0,4 до состояния 4,8. Вы должны понимать, что вы определяете взаимодействие с этими людьми через свой распорядок дня, через планирование. Если вы планирование не ведете, вы можете чаще всего столкнуться с тем, что люди в состоянии 0,4 будут вам навязываться со своими идеями, со своими желаниями пожаловаться на жизнь, со своими переживаниями. Цель этих переживаний, чтобы вы за них сделали ту работу, которую они предполагают, что кто-то должен за них сделать. А другая методика взаимодействия с людьми – это люди в состоянии 4,8, они готовы очень многие вещи сделать совместно. Здесь у вас самый классный способ сохранить свои личные границы, свое личное пространство. Вот я сразу вам отвечаю на вопрос, что всегда планируйте с людьми что-то совместно. Человек что-то вложил в это дело, вы что-то вложили. Хорошо, если этот вклад равномерный. Хорошо, если вы уже сквозь призму своего планирования можете четко сказать, что если вам взаимодействие нравится, вы его повторяете. Если вам это взаимодействие и опыт этого взаимодействия не нравится, вы можете этот опыт не повторять. Итак, подводим итоги сегодняшнего видео. Я специально остановился на итогах, потому что все, что вы делаете с единственной целью, чтобы в вашей сфере, который называется «Семья и отношения», был всегда порядок, чтобы это было местом силы. И когда вы проработали все свое колесо жизненного баланса от сферы яркой жизни до сферы семья и отношения, вы понимаете, какими возможностями вы обладаете, вы осознанно выбираете свой способ взаимодействия с низкой энергетикой, потому что общение с низкой энергетикой связано на два фактора. Первое, или вам навязывают такое общение, либо вы сами выбираете этот способ взаимодействия с той интенсивностью, которую вы готовы выдержать. Конечно, продвинутый пользователь колеса жизненного баланса в один голос сейчас скажет, что самое главное – минимизировать общение с людьми в состоянии 0,4, и они будут окончательно правы, но я вам еще раз спешу напомнить, что в течение года набирайте своих единомышленников, пытайтесь из врагов сделать своих друзей, если у вас совпадают жизненные цели, декларируйте свои цели, находясь в состоянии 8 и 10, рассказывайте о своей истории успеха, и таким образом это очень классный, надежный способ найти единомышленников. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Ставьте лайки, пишите комментарии, что у вас получилось, какие видео вы хотите от нас увидеть. Всем желаю еще раз хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится. Я в вас верю.